пытался отразить. Потому что, к сожалению, вопросов много, нужно стараться максимально ответить на большинство, постараться. Ну вот вопрос, может, действительно интересно. Что значит нарушить законы Рита и кровные заповеди? Законы Рита и кровные заповеди – это то, что в славяноарийских ведах означает, вот, допустим, брак между братом и сестрой родным. Это вот законы Рита и кровные заповеди. Или, допустим, двоюродный брат и сестра, когда становятся мужем и женой и рождаются дети. Почему это? Потому что при таком близком родстве вылазит очень много, как говорится, рецессивных генов, которые несут отрицательные свойства. Вот вы думаете, почему иудеи в 20 веке начали позволить браки с другими народами? То есть мужчин позволяли. Знаете почему? Вырождение шло, потому что у них всегда шло. Кузен женится на кузине. То есть двоюродный брат и сестра становились мужем и женой в течение многих поколений. И получилось явное вырождение. Такое же вырождение наблюдалось в европейских королевских семьях, которые между собой постоянно переженились и постоянно выходили замуж, женились между собой. Получалось, что многократно, кузен и кузена многократно, и что? Вырождение. Вот это и есть нарушение законов Рита. А вы знаете, что до Романовых законы Рита не нарушили. Даже, как говорится, реальный Петр I, которого уничтожили потом, женился. Знаете, как женился? Нет? Вот есть книга «Царская невеста». Кто-то читал ее? Никто не читал? Вот почитайте. В то время, вот даже на европейской части Руси, которая откололась от Великой Тартарии, вот даже Иван Грозный, и потом, и отец Петра I, и все остальные, и Петр женились как? По всей стране, то есть в данном случае Московии или Московской Тартарии, то есть это доходило до Урала, не более, объявился конкурс, где красоты и ума, где все девушки княжеских родов, дворянских родов приглашались на конкурс на невесту, царскую невесту. Проводились конкурсы не так, как сейчас проводятся. Вы знаете, как сейчас проводится, да? Как туда попадают и кто становится победительницей, да? В то время было совершенно по-другому. И вот отбирают и по красоте, и проверяют, чтобы не было ни генетических, ни психических нарушений в роду каждой кандидатки. И вот из всех, как говорится, вотчин, количество сколько было, выбирается по одной девушке, которые приезжали в столицу, и уже в столице шел конкурс из них, кто станет царицей. То есть это было каждый раз. И никогда никаких генетических проблем не возникало, потому что всегда было здоровое отношение. Никогда не было брата и сестра двоюродным, мужем и женой. А вот с Романовых, после Петра I, вы знаете, что не нужно объяснять, да? Начали выходить замуж, жениться европейскими дворами и так далее, и так далее. Получилось, что постоянно через некоторое время уже все стали кузенами, то есть двоюродными братьями и сестрами. И браки между ними привели то, что вырождение шло, и вырождение шло весьма серьезное. У иудеев то же самое было. Поэтому в 20 веке они приняли решение о том, чтобы влить свежую кровь. Когда еврейским девушкам разрешили выходить замуж за неевреев, за гоев, чтобы свежую кровь получить. Но уже, насколько я понял, они это запрет вновь ввели. Следующий вопрос.